to sleep through the nighttime shelling and to live without the most basic utilities, going for weeks without clean water or electricity. Worst of all, they've had to watch as the war creeps ever closer to their homes. 34-й это крайний по нашей стороне дом. Ну там вот они заросли, а уже туда дальше идет. Вон там вот где вот посадка, и за посадкой там уже идет позиции ВСУ. А в 15-м году они пока стояли вот здесь. А, вот, это нет. здесь, Я говорил о той крутой балке. там вот Я ее первый окоп занимал, сделали. хутор ваш. Хлопцы вырыли себе такой лежачий окоп. Потом вот напротив 12-й дом, вот это, там была Там просто еще проблема, вот это болото внизу, да, вот от хутора, там лазили Мы знаем. и я знаю. И знаем даже куда лазить. Вот, и как только об этом стало известно... И вот эти, что обворовались, армяна, Ага. вот тут уверху же они стояли, там, где вот эта труба. Они вместе с теми там приходили до Костиной мамы за самогону. И в батарею ставили эти оружия. И сами готовые были все Ты там. представляешь, как тут было весело? Ну и как бы тогда командование приняли решение, и вот у меня тогда зашел, что организовано взвод. Да. И после того, как мы сюда встали, мы через 4 дня понесли здесь потери. Ну вот, ротации, когда у них проходят... Тихо. А ну, это вот получается с той стороны, да, ВСУшники куда-то лупят. Ну да, видать, замерзли, решили погреться. Могут так тихо себя вести, а потом просто взяли так вот раз и насыпать, и все, потом опять замолчать. Ну, а по звуку вот что это? Ну, что-то могло похоже сейчас быть? на БМПшечку, пушечка 30-ка. Вот, возможно, может и БТР работает. Ну, далеко, так, в принципе, не особо понятно. Как вот говорят, безнаказанность порождает беззаконие, оно так и есть. Они все, их никто ничем не наказывает, они себя ведут так. Ну что, ну сидим, терпим, а что, у нас выбора нет. Дали команду не стрелять, мы не стреляем. Они лупят безнаказанно, они прекрасно понимают, что им за это ничего не будет. Ну, вот, но нам приходится терпеть. Ну, люди уже тоже сидят, когда, ну сколько ж можно. Нас бьют, а мы не отвечаем. Ну. For many Ukrainian soldiers, the targeted shooting of civilians has become a legitimate tactic to force the pro-Russian population out of areas not controlled by Kiev. Many members of the self-proclaimed nationalist battalions believe that Ukraine doesn't just see civilian casualties as acceptable, but as necessary. Есть люди, которые поддерживают оккупацию, да, их называют сепаратистами, от американского слова сепарация, да, ну, отделение. И, те люди, которые поддерживают оккупанта, это враги, это преступники, которых надо наказывать. А те люди, которые обычные граждане, то, до них должно быть отношение какое. Если им там нравится такая власть, им нравится то, что они так живут и умирают, там же нету, ни банки не работают, там тупо Советский Союз худших времен настал. И как к ними можно относиться? Они выбрали это, теперь мучаются. Ты рассыпать хочешь их? Да. Рассыпай. Что одни? Ой. Вот не надо гильзы только высыпать. Хочу. Восемнадцатого был обстрел. Вчера так, в среднем, можем сказать. Позавчера сильный обстрел был, очень сильный. У ребят очень сильно ложилось. У них, мы с ними разговаривали, у них и 120-е ложились, это вот такие, и 152-е, это побольше. И в основном ВОГи ложатся, ВОГи, АГС, вот такая Ребенок очень все реагирует. Никак.
Честно. Она больше грозы боится, чем вот обстрела. Ну, ложи. А вот то, что стоит. Ритусь, а вот это откуда? Вот что это такое вообще? Это хвост. Хвост. А с чего это хвостик? Самовода. С огорода? Детей нет на улице. Все, я собралась. Я сейчас пойду. Я поеду. Я сейчас приехала. Я сейчас приехала. Наши стены красивые. Часть осколками, вот эта нижняя дырка, это АГС попал. Это с этой стороны. Стекла, это самые первые вылетели вот эти. Ау. Сейчас пойдем, иди сюда. Здесь тоже все побито и АГСами. Здесь даже есть дырка, которая пробила полностью стену насквозь. Вылетела с той стороны, утес пробил. Благо, что не загорелось. Потому что если бы загорелось, пулю с утеса нашли бронебойно-зажигательную. Вот это бьют нас таким красивым. Ну, а с той стороны там стекол тоже нет. Там и крыша, и стекла, все на свете побито. Давай, слышишь, первым, потому что... По большому, потому что сектору только правее. Давай, браток. Чем-то отходите. Давай отходим в блиндаж. Бежим. Рассказывай, что Это утес. Это тоже утес. Это тоже. Что, утес? Да, это тоже утес. Это тоже утес. Это тоже утес. И это прилетело вот там в огороде у нее. А это было у нас. Мина какая, и это бассейн. 80-е. 80-я. Она еще большая. Ее и там. А это маленькая. Это мина хвост. Вот она мина. Где ты это все берешь? Где ты это все нашла? Это у нас было, а это у Наташи было. И мины полетели. Воронка. Здесь град упал 5 сентября. Я тут учился от 1 до 6 класса в этой школе. Это 2-й этаж нашей школы. Все разговаривают на русском. У нас украинская школа, все предметы были
на украинском языке. В классе нас было 8 человек. Да, 4 девочки, 4 мальчика. А, кстати, здесь у нас был компьютерный зал. Это класс информатики. Вот это мой класс. Мой 6 класс. Все, записывали. Разрыв. Жалко, много чего у нас было в школе интересного. Люди после каждого обстрела приходили, когда еще было все не так разрушено, приходили, пытались привести школу в порядок. Ну, теперь это все бессмысленно. А вот сейчас что-то начали стрелять сильно, мины падают в селе, в нашем селе Коминтерново. Мина свистит где-то. А что тут? Ничего даже не осталось интересного. Стекла, осколки, пули, торчащие в стенах. Да и все это уже надоело, эта война. Стреляют постоянно. То осколочное ранение получишь где-то, то вообще убивают, бывает. Убивают, стреляют. Зачем только? Единственное, не помню. Сломанная пианино. В садике всю войну пережила это пианино. Она не играет даже. У меня был случай, когда накрыли школу. У нас в школах от советских времен остались еще бомбоубежища на случай ядерной войны, и там мирные укрывались. Я как-то подъезжаю, типа, водопровод не работает на окраине, есть им нечего. Говорю, чем привезти? Они, ну, хлеба привези, я воду вынес им воду. Хлеба принеси, бензин принеси, у нас генератор есть, а зарядить нечем, телефоны. Я привожу хлеб, привожу бензин, они выносят генератор, включают его, ставят телефоны на зарядку, я не успею отъезжать, а там дети бегают по площадке, ну тихо, и они как бы начали играть. И градами их накрыло, ну, школу вот эту вот с детьми, короче, которые бегали на площадке, короче, с матерями этими. И они знали, ну, они знали, что это делают, что делают это, что по мирным стреляют, в общем-то. Это, ну, без преувеличения. Все, уходим. А что это моя невестка? Ирочка!
Он покласкает. Давай. Чтобы они все пропадом пропали, бандюги проклятые! Что ты, сынок, фотографируешь меня? Что ты фотографируешь, а? Вон люди лежат, забирайте! Ой! Ай-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой, Васенька, ой, бедненький! Ой, мамочки родная! Ой-ой-ой! Ой. While politicians from Ukraine and the self-declared Donbas republics have attempted to negotiate a ceasefire, in the grey zone settlements caught between opposing sides, a whole new generation has been born. These children can say what gun is being fired by its sound, and they know all too well what to do when classes are interrupted by another strike. Да, тренировку тоже вели. Да. Мы становились в колонну под два. Нас вели в безопасное место. Мы там ложились, рот открывали, руки за голову. Да. Ну вот помогло? Нет, чтобы не помогло, потому что снаряд упал до того, как я успел о нем узнать, поэтому не помогло особо. Schools in the grey zone have somehow kept going in their own special way. Despite being almost completely destroyed, they have Soviet-built bomb shelters in the basements where the people go. People whose houses were bombed out and who have nowhere else to run. For years, they've spent their lives underground, with little chance of changing them for the better. Давно здесь живете? Начало войны. И сколько вас здесь живет, вот в этих вот двух комнатках в подвале? Здесь 4. 4 человека. А было 9. 3 детей. Бабушка с 3 внуками там жила, и мы. Там 4. Тут еще раскладушка так стояла еще, но она умерла женщина уже. Может, сюда 5 человек похоронили в подвал. Ну, тут говорят, что крепкий подвал, не страшно. Крепкий, да? Ну, посмотрите, какие эти балки вот эти. Ну, строилось еще в Советском Союзе. Наверное, на совесть. У нас здесь стреляли из танков с чего хочешь, прям напрямик. Вот там на угол они ходили и смотрели, отбили ухо. Видели? Да. И здесь тоже что-то. Прям по школе били. Никто никого не жалел. The arrival of volunteers from a few humanitarian organizations is all that links people living on the front lines of an undeclared war with the rest of the world. A world in which there is no shelling and constant fear of death. Alexei Smirnov travels to the grey zone several times a week, and each trip helps hundreds of families to survive. Как обелиск поселка Шахты 6-7, и она как бы такой одновременно, наверное, уже памятник, потому что по нему можно посчитать все калибры всех снарядов, которые сюда прилетали, от советских, украинских и натовских. И, в общем-то, всю войну, особенно, наверное, под вечер, в противоборствующей стране все время, наверное, казалось, что здесь базируются какие-то войска, какие-то там, не знаю, отряды, может быть, и так далее. Но все это время в этом помещении школы, особенно в подвале, присутствовали дети и стреляли так сильно, что в подвале обрушивались потолки. И понятное дело, что люди на этих проживевших уже от времени и сырости матрасах все это время там пребывали. For more than 7 years, he has travelled roads that are constantly shelled to deliver essential supplies to grey zone residents. Bread, water, medicine and fuel for generators. Завтра на велосипеде тебе это лекарство везти? Хорошо.
Хорошо, тогда я гуманитарку привезу, там пасочки вчера девчата давали вам. Ну, нам по пасочке. Да, и я тебе привезу своих. Все, давай, до завтра, Гриша. Пока. А потом бабушка у меня и мужчина тут Вероники. Да, Рытенко. Рытенко, да. Давай, все, спасибо. Рытенко. Риса, Саша. Подходите, подходите, мальчики. Психология такая людей, что они на своей земле, они не уходят отсюда. Меня всегда поражало вот это вот понятие, такое живой щит, да, то есть как бы, что люди здесь есть, что они здесь живут, их каждый день обстреливают, но они к этому привыкли. Привыкли к тому, что убила кошку, собаку, убила хозяйство, убила дом, убила соседей, убила родных. Они все равно продолжают здесь жить. Мы порядка 10 тысяч человек эвакуировали из зон боевых действий за время этого конфликта. И эти люди по большей части вернулись обратно. Маски достал? Over the years, war and death have become the daily routine for Alexei and everyone he helps. Вот эти люди, которые живут на линии фронта, они, вот я недавно раздавал в поселке Донецкий, Донецк-Северский точнее, мы раздавали там помощь во время канонады. Люди, помимо того, что они не прятались в убежище, хотя убежище, в общем, есть, мы раздавали им продукты, а они в этот момент брали продукты, ставили их и спокойно убирали свои прифронтовые территории, придворовые точнее, после утреннего обстрела. То есть утром был обстрел, разрушило им крышу. Во время нашей раздачи идет обстрел, но психология этих людей такова, что они спокойно прибираются. Вот где-то там впереди находится один из пунктов секты любителей Новороссии. В данный момент попрятались, боятся высунуться. Many Ukrainian soldiers consider their time on the front line to be irksome and boring. They're certain that they're at war with the regular Russian army and that separatists are supporting an invasion. Войны не могут длиться до бесконечности. Рано или поздно война это закончится. Единственное, что придется, конечно, наказывать тех, кто совершал преступления. Вот, потому что там часть вот этой вот публики, которая туда приехала, это чистые бандиты. Этих надо по-любому уничтожать, потому что с ними никакого примирения не будет. That's what Igor Miranchuk, a professional Ukrainian soldier, thought until he found himself on the other side of the front line. He was taken prisoner by the Donbass militia. Это список погибших детей, но это не полный список. На самом деле там уже порядка 120 человек погибших. Я сюда приезжаю уже 3 года. Это вы пленный, да? Я пленный. Вот я хочу знать, за что вы убиваете наших детей. С 15-го года здесь 66 маленьких детей. Самому маленькому 1 год, самому пожилому 18 лет. А то 16, 15, 14, 2, 3. Коноплёвы, 3 фамилии. Ребенку, мальчику 2 годика, 7 и 13 лет. За что они погибли? Как вы не понимаете, что нельзя убивать? За что? Не хотим мы с вами жить. Что вам мало места в Киеве? До Киева 800 километров. Чем мы вас обидели, что убивать? Мы же не вас не убиваем. Мы не звери. А вы хуже зверей, получается. Звери так не поступают. Кто вам дал право лишать жизни всех людей? А эти вообще не пойму. А рядом вон малыш улыбается, совсем маленький. Хочу вам сказати, що мені дуже жалко, що так сталося, що люди гинуть мирні, невинні. І діти, ви правду сказали, що та війна безсмисленна.
Да. Here he faces the reality that the inhabitants of unconquered Donbass have lived for almost 3,000 days. A reality that all too many choose not to see.